Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что спешит в вашу жизнь со дня на день? Что ждет в ближайшие дни? Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и, конечно, здравого смысла тоже, ведь жизнь не бывает полностью предсказуема. Ну и у нас традиционно наш прогноз состоит из двух частей. Первая – это карта старинного цыганского пасьянса, и именно о событиях они говорят. Более того, они нам буквально демонстрируют. Так вот, какие события со дня на день произойдут в вашей жизни? Что придет, ведет, может быть, как судьба на ваш порог? Именно больше обстоятельства или какие-то внешние ситуации нам раскроют карты, с чем вам, может быть, придется взаимодействовать или с кем. Возможно, и неожиданности. Одним словом, какие события спешат на ваш порог, что вам по судьбе. Давайте будем узнавать, что ждет, да, или с чем будут связаны эти события. А у вас добрые перемены, мои дорогие тельцы. Вот эти часы, это, знаете, когда вот даже если в вашей жизни сейчас, ну, не все идет гладко, по плану, по-вашему, и, кстати, хорошее настроение, поэтому мы можем смело смотреть в будущее с оптимизмом, по крайней мере, на март месяц. Могу предположить, ну, как лед тронулся, или какая-то, может быть, прежняя ситуация, когда вас как в тисках держала. Здесь она все равно начнет выравниваться. У кого-то это может быть знакомство, флирт, тоже идет по коту. И все же добрые перемены. Я тут больше вижу, когда, ну, смотрите, как замечательно. Якорь. Якорь, надежность, уверенность. Это может быть как и через людей, но и, может быть, это как ближайшее окружение. У кого-то это и по работе. Но я должна сказать, что ведь и правда тут у вас какая-то ситуация постепенно, может быть, вот шаг за шагом, но как-то разрешается. Именно выравнивается. Или, может быть, это будет для вас связано с тем, что, ну, где-то вы прежний период жизни что-то сделали для себя очень хорошо и правильно, заложив в копилку успеха какие-то свои бонусы, но это точно, вот прямо как с языка карты у меня снимают то, что я говорю. Колчан со стрелами, еще и кольцо. Кольцо – это прочный союз, а колчан со стрелами, мои дорогие, это полное исполнение желаний. Представляете, полное. Ну, конечно, будем реалистами, потому что насколько полное, судить я не берусь, но то, что что-то одно как минимум вас будет радовать, так, собственно, к этому итогу нас подводят все значения. Но вот телец что-то переживает. Вот это сомнение, неуверенность. И рядом, посмотрите, корона. Корона – символ власти. С одной стороны, вы можете сомневаться в собственных силах. Вот по какой-то причине. Либо наступает время, когда, ну, надо уделить внимание самому себе или самой себе, хорошенько отдохнуть. Вот у кого-то так. Я могу с учетом планетарных транзитов предположить, что предыдущий период для вас был достаточно сложным или было много работы. Ну, тогда, значит, как-то нужно себе точно уделить внимание, чтобы, как в той поговорке, уставшие люди делают ошибки, чтобы такого не произошло. Но для кого-то из вас все же корона – символ власти. Это будет означать, что вы куда-то готовите документы или собираетесь, может быть, в какие-то официальные учреждения, инстанции. Вам придется, может быть, какие-то вот такие важные беседы выстраивать, и вы не знаете пока, как же мое слово отзовется у человека. Готовы они будут рассматривать мой вариант или получится ли у меня что-то, вот как договориться. Вот смотрите, правда, будьте внимательны, мои дорогие тельцы, когда вы беседуете с людьми, у которых, ну, как длинные руки или какие-то есть полномочия, когда это, пусть это будет вышестоящие персоны или какие-то руководители, но явно власть мы тут против шерсти не гладим, потому что нож выпадает, нож – это всегда, ну, какая-то либо ссора, предупрежден, кстати, вооружен. Поэтому, может быть, так вас немного предупредить и хотят карты. Потому что я могу предположить, вы просто столкнуться можете с такой ситуацией, когда, ну, человек, да, может быть, он какой-то должности занимает.
и вы вынуждены, это может быть даже чиновник, к нему прийти. Ну, может быть, там у человека в личной жизни что-то не ладится. Это тоже оказывает влияние на настроение, да, и хоть и чиновники, хоть и руководители, они тоже люди. Знаете, тут, ну, именно из-за эмоций может быть ситуация, когда нашла коса на камень. Поэтому будьте внимательны. Поэтому, когда мы, ну, более так, знаете, гибче видим ситуацию, когда мы сами себя, ну, понимаем, что не надо зацепиться за какие-то эмоциональные всплески, да, тогда и не происходит того, что нам в последующем может помешать. Ладно, смотрю, что у вас еще совпало. Ну, вообще ведь добрые значения, посмотрите. И флирт, или пусть это хорошее настроение, с кем-то явно прочный союз, исполнение желаний, якорь, добрые перемены. Вот в целом, ну вот надо, значит, в каких-то деталях, разговаривая с кем-либо или выстраивая, может быть, это у кого-то будет касаться непосредственно разговора по работе с руководителем. Вот я бы не сказала, что мы тут педалируем какое-то свое мнение. По крайней мере, явно не в ближайшее время, в марте. Вот примите к сведению. И пока я с вами говорю, я проверяю, что тут у вас совпало. Вот, ну, я не вижу больше совпадений, поэтому давайте мы с вами пойдем дальше и проясним еще. Так что же придет в вашу жизнь? Что придет в вашу жизнь? А что уйдет? Или что будет завершаться? Может быть, и вы сами что-то будете завершать. Я такого тоже не исключаю. А что будет дальше или что будет продолжаться? Достанем карту чего опасаться или за какое дело не браться, мои дорогие. И мне хочется достать такую карту, чего вы пока не видите, а это, тем не менее, имеет для вас значение, как на будущее. Это нужно учесть или это случится. Вот такой, как совет от карт, мы тоже с вами откроем. Ну, давайте начнем с первой карты. Так что же придет в вашу жизнь? Старший аркан влюбленная. Я не исключаю, правда, что вам придется договариваться, ведь эта карта еще и выбора. Может быть, кто-то из вас станет перед таким важным выбором, и это может касаться, правда, работы, но это точно так же будет касаться личной жизни. Это может быть вообще, в принципе, какой-то любой вопрос, но для вас он имеет принципиально важное значение. Для кого-то из вас карта будет говорить, что придет в вашу жизнь больше взаимопонимания. Ведь правда мы по этой карте, обратите внимание, двое держатся за руки. И сепарация только иллюзия, помириться возможно. Даже если прежде, ну, не поняли друг друга. Точно. Решить вопросы по части дома, недвижимости. Или, по крайней мере, что-то прояснить, если на 100% мы что-то не решаем. По поводу вашей работы. Статусная карта. У кого-то будет именно говорить о вашем статусе. У кого-то через личную жизнь, у кого-то через работу. Здесь какие-то могут быть, и среди вас очень много творческих людей. Здесь, знаете, как душевные порывы, творческие поиски. Но когда выпадает карта императрицы, это значит, мы сделаем что-то конкретно. Это не просто какие-то мечты или наши прожекты. Нет, тут именно к действиям мы как будто переходим. От слов к действиям, так и хочется сказать. И у вас два старших аркана. Так вот, что же идет в вашу жизнь? Люди идут в вашу жизнь. Может быть, или новые люди идут в вашу жизнь. И я не исключаю. И прежняя история здесь тоже мы можем как навести порядок в отношениях, безусловно. И услышать друг друга. Важны разговоры, диалоги. Вот это все идет в вашу жизнь. Для чего? Для того, чтобы кто-то изменил статус. Для кого-то это будет для того, чтобы вы выровняли финансовую ситуацию. Но ведь по этой карте мы всегда надеемся сами на себя. Ну, тельцы в основном надеются сами на себя. Но я бы сказала так. Если долгое время что-то вот у вас не получалось, да, или, ну, не совсем все шло ровно, гладко, вот здесь приходит, знаете, уверенность. Уверенность в том, что вот вы, как и прежде, что-то сделали правильно, или, может быть, вы в чем то проучаствовали, а может быть, я этого не отрицаю. Кто-то даже, может быть, отказался от чего-то. И это для вас я потому что могу предположить с учетом, даже планетарных транзитов. Тут ведь вам, как звезды подсказывают, ты себя на износ не выматывай, телец. Для вас вот именно отдых
И даже если по части работы, когда не количество работы, мои дорогие, а качество. Поэтому кто-то из вас именно о себе задумается, потому что я себя тут как будто в ноль уже извел, и сил не осталось, вот правда. И тогда вы будете, ну вот всерьез, кто-то, может быть, пойдет. Вот это что идет в вашу жизнь? Именно внешние события. Или, может быть, какие-то обстоятельства вас буквально заставляют о себе задуматься. Причем с хорошей такой позиции, когда вы себе делаете что-то во благо. Добрые энергии идут в вашу жизнь. У вас практически на пороге. А что уйдет? А вот какая-то задвоенная ситуация, какой-то нерешенный вопрос. Все расставите по местам. Раньше это были планы, но не было никаких действий. А вот вы теперь тут пересмотрите очень многие планы. Кто-то пересмотрит работу, кто-то свое участие в конкретном деле, в занятости, кто-то будет пересматривать график. Вот вас действительно внешние события подводят к тому, когда не количество для вас важно, а именно качество. А то, что вас заставляло, потому что, смотрите, тут сама, знаете, как продуктивность, КПД, ведь по этой карте мы строим планы. Поэтому что уйдет? Какие-то планы, они уже, ну, они не нужны. Они либо не жизнеспособны, либо вас это не вдохновляет. Раньше было интересно, да, ситуация поменялась. Вот теперь уже нет. Поэтому точно перемены, и это к добру, мои дорогие, нам уже об этом сказали. Карты старинного цыганского пасьянса. Давайте я еще одну карту достану, что уйдет. А вы знаете, тут вот именно, смотрите, сила. Вы чувствуете, как много сил вы потратили в каком-то ненужном направлении. Вот вы можете такую аналитику проводить, что сколько пройдено дорог, да, но сколько же еще сделано было ошибок. И вот, видимо, о себе задуматься вам, ну, будут либо предпосылки, либо какие-то ситуации. Причем это не есть какая-то синкопа или когда все тут с ног на голову переворачивается. Мои дорогие тельцы, вы начинаете ценить себя заново. И вам просто себя, может быть, немножко жаль. В хорошем смысле. Я не говорю про нытье, там, какую-то жалость или пустое ожидание. Нет, вы люди деятельные. А когда мы именно понимаем, вот нет баланса, да, нет баланса, много сил потрачено куда, а вот как будто никуда. Вот какая-то аналитика, она у вас точно состоится, потому что есть определенно те как будто пути, дорожки. Ну, может быть, даже это у кого-то касается работы. Почему нет жезла? Это всегда дела работы, бизнес, когда мы что-то тут реструктурировать будем. Причем это в таком спокойном режиме. И побудительный мотив или причина, почему это уходит, а потому что вы сами не хотите. Вы понимаете, как вы напрасно в чем-то потеряли и силы, и время. А что будет продолжаться? Что будет дальше? А вот как раз вот этот кот, он где-то символизирует рыцарь кубков. Вот этот рыцарь — это комплименты, это какие-то приятные события. Мои дорогие, это вдохновение, это, правда, хорошее настроение. Это, может быть, какие-то предложения. Для кого-то из вас, правда, может появиться или знакомство состояться, или какие-то добрые вести. Вот что-то это будет у вас такое более радостное, душевное, теплое, то, что вас наделяет оптимизмом, да, потому что когда мы долгое время вынуждены работать, пахать, хочется сказать, ну, как-то там сложновато с этим оптимизмом. Ну, так вот у вас вам Вселенная, наверное, помогает. Не случайно. Тут у нас и расклад Таро такой выпал, для того, чтобы телец имел возможность, как и вздохнуть буквально свободно. Ну, может быть, это в ближайшее время, ближайшие дни марта. Потому что вот эту стратегию и тактику какую-то новую вам нужно точно продолжать. А чего опасаться? За какое дело не браться? Мутное, мои дорогие, вот так однозначно. Вот если вас кто-то кормит завтраками, да, или вам кто-то говорит: "Ну вот давай еще подождем". Или, ну, бывает, конечно, подождать нам приходится, есть регламент. Когда какой-то документ мы не можем ускорить, или это связано с той или иной процедурой, ну, любой процедурой. И, конечно, тут сколько ты тут не педалируй, ничего не получится. Но по аркану Луна — это ведь всегда сумерки. Вот вам там, где нет ясности, туда вам не надо. А тут будет, знаете, как пара дыма кто-то напустил условно вокруг вас, да, или вот
как туман какой-то вокруг вас создает либо человек, либо, может быть, это такая обстановка. Вот не случайно я говорю, вот чего опасаться, и когда выпадает аркан Луна, остерегайтесь тех мест, когда совпадает вот с той фразой «меня несет толпа». Если вы оказываетесь в толпе, помните, вам в другую сторону. Пусть вы оказываетесь в коллективе. Или знаете, когда вы оказываетесь в ситуации, когда двое дерутся, ну, условно, или спорят, а виноват третий, кстати. Тут из лучших побуждений вы можете кого-то мирить, в итоге вы останетесь виноватыми. Вот и прямо в это место и как раз у нас попала карта Луна, когда нам говорят, что да ты избегай, пусть они там сами разбираются. Не давайте себя на что-то уговорить, на то, что именно с вашей позиции нецелесообразно. Вам это не нужно. Куда вы потратите впустую силы? Даже если вы находитесь, допустим, в коллективе, и бывает такое, одна часть коллектива к чему-то призывает, а второе наоборот, вторая часть к чему-то другому призывает. Ну вот вам и не туда, и не вправо, и не влево как будто. Будьте немножко сами по себе. Вот когда эта карта выпадает, это правда, нужно быть той кошкой, которая гуляет сама по себе. Выглянет солнце, все тайное станет явным. Но сказать, что это происходит быстро, наверное, не все тайны вы можете раскрыть. Так чего же опасаться? Иллюзий, эмоций и мутных дел. Вот давайте такой финиш с вами или итог подведем, потому что это карта иллюзорного успеха. Поэтому факт, тот, кто кормит завтраками, нам туда не надо, точно. Есть те вопросы, дела, которые для вас не важны, не нужны, где вы уже проходили слишком долго какой-то опыт, именно опыт. Знаете, вот говорят, что в нашей жизни бывает что-то для счастья, а что-то для опыта. Так вот, какой-то период времени, жизни, он должен закончиться, когда вот этого опыта, мои дорогие, у вас более чем достаточно. И к тому же на этот опыт было как потрачено очень много сил. Вот даже не зная карт, да, вот мутно непонятно, я говорю, или то, что мы пропускаем через эмоции. А по семерке кубков ведь это добрая эмоция, это именно, ну, какая-то восторженность, да, вот остерегайтесь восторженности или того человека, который вас призывает или, может быть, пытается через чувства на вас воздействовать. Мы можем, ну, буквально запутаться. Будет для нас какой-то лабиринт или будет как паутина, зависнуть, залипнуть мы можем. Недаром называют иллюзорного успеха. Все то, что непродуктивно. Все то, что не откликается в реальных событиях. Или все те люди, которые... Ну вот кто готов вот с первых карт, правда? Нам говорят, кто готов участвовать в твоей жизни. Конкретно, не в обещаниях, а вот именно в конкретном каком-то деле, вопросе. Вот эти люди, мы можем их рассматривать. Внимание, рассматривать. Это еще выводы какие-то предстоит сделать. Но те, которые обещают и взамен ничего не дают, а обещая где-то больше надеяться, что мы примем участие, это мы кому-то там будем помогать, дарить вдохновение или, ну, какое-то дело, тему какую-то будем либо выполнять, или вопрос решать. А в итоге это потом все сойдет на нет. Вот вам туда не надо остерегаться и опасаться. И чего же вы пока не видите? Но это нужно учесть как совет карт. Скоро ваша жизнь изменится. Вот смотрите, если сейчас еще, ну, где-то март, может быть, месяц, ближайшие 2 недели, да, здесь идет еще, ну, как-то так спокойно, ровно, то я могу предположить, вторая половина марта, здесь явно что-то может ускориться, потому что по рыцарю жезлов будь готов к неожиданностям. Причем тут придут какие-то, может быть, известия, может быть, в средствах массовой информации, то есть любого рода. По рыцарю жезлов здесь мы можем и сами столкнуться с людьми, которые, ну, какие-то резкие. Или человек, его сложно просчитать, потому что нет вот именно логики в его поступках, в его действиях. Вот к этому тоже нужно быть готовым. Поэтому вам совет такой дают карты. Вот у тебя есть как будто телец. Сейчас время набраться сил. Может быть, определиться, куда тебе действительно не надо.
новый график жизни создать, новую организацию жизни для себя создать, наметить, может быть, новые планы, но и быть готовых корректировать. Без игры в догонялки, но, значит, в совсем ближайшее время, какой-то через, вот как я сказала, через 2-3 недели, здесь у нас будет совершенно иная как будто ситуация, потому что нужно быть готовым к любого рода неожиданностям. И если мы, вот, кстати, будь готов к тому, что какой-то человек, вот я теперь, да, могу сказать, чего вы не видите. Какой-то человек может изменить мнение, поэтому, может быть, нам карты и говорят, если ты сейчас тут что-то прошляпишь, телец, если ты заново расслабишься, то ты потом явно себе спасибо не скажешь. Ты как будто не пройдешь какой-то экзамен, а заново, ну, тебе пространство Вселенной что-то подобное предоставит. Девятка мечей всегда искаженного восприятия. Поэтому тут могут, как и люди, как обстоятельства, быстро, резко меняться. Ну, пусть это для кого-то из вас, когда будет дан, вы именно как информацию услышите. У кого-то это будет касаться важного телефонного разговора или СМС-сообщения, или у кого-то из вас молчание. Молчание конкретного человека, когда вы ждете от него действий. Иногда молчание говорит громче любых слов. И вы, чтобы вы, одним словом, мои дорогие тельцы, не оказались в такой ситуации, когда словно я со своими делами и вопросами один на один. Поэтому и важны те люди, которые вас готовы сопровождать. Так что же за совет? Потому что тут будут такие, правда, еще одна карта скорости. Будет ситуация, когда что-то резко будет меняться. Может быть, вокруг вас или в жизни людей, с которыми вы контактируете. Самые разные, ближайшее окружение или, может быть, даже ваш социум. Обстоятельства, которые вас окружают. И вы рискуете именно подзастрять, что вы кого-то либо вы ждете помощи от тех, от которых она не придет, и вы, мои дорогие, теряете время. Вот единственная, наверное, заминка, как совет от карт, потому что 2 карты скорости. Они говорят, как будь готов, телец, к неожиданностям, так и будь готов, может быть, как-то быстро куда-то отправиться. Или, может быть, тебе придется отправиться и документы какие-то для себя изготавливать, или подавать на какие-то документы, да, или важные встречи вам придется проводить. То есть тут спонтанность маршрута и скорость. И это тоже вот по 8 жезлов, это неожиданная новость. И мы ведь это на будущее с вами, чего вы пока не видите. Вот вы пока не видите, что совсем скоро жизнь намного ускорится, намного быстрее пойдут дела. Но тут не только скорость, а тут еще и будут какие-то неожиданности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и за ваши добрые душевные комментарии, за вашу помощь, поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.